Это произошло в обычный будний день в центре большого города. Женщина в дорогом внедорожнике ярко-красного цвета спешила на шопинг в элитный торговый центр. Не желая тратить ни минуты на поиск парковки, она просто заехала на тротуар и припарковалась прямо у выезда с прилегающей стройплощадки, полностью перегородив путь большому грузовику бетономешалки. Водитель грузовика, мужчина в спецовке и с усталым, но добродушным лицом, терпеливо подождал несколько минут, а затем подошел к женщине, которая только вышла из машины и направлялась к дверям торгового центра. «Извините, вы перекрыли выезд. Пожалуйста, переставьте машину», — вежливо попросил он. Женщина даже не остановилась, бросив на него взгляд поверх солнечных очков. «Мне некогда разговаривать с бедняками», — с презрением отрезала она и, не оборачиваясь, скрылась за стеклянными дверями. Мужчина постоял молча пару секунд, затем пожал плечами и вернулся к своему грузовику. 5 минут спустя он завел машину, аккуратно подъехал ближе к внедорожнику и вылил бетон прямо на него. Густая, серая масса покрыла капот, стекла, крышу и даже дорогу вокруг. Автомобиль стал бетонной скульптурой. Минут через 10 женщина выскочила из торгового центра, увидев, как толпа прохожих фотографирует ее обновленный автомобиль. Она закричала, бросилась к водителю, начала оскорблять, угрожать, обвинять его в вандализме и нападении на частную собственность. Позже она подала в суд. Но сюрприз. Камеры наблюдения зафиксировали все: грубость, игнорирование, нарушение правил парковки. Судья внимательно изучил материалы и вынес вердикт: виновна женщина, так как именно ее действия спровоцировали ситуацию. Водитель действовал в рамках профессиональной необходимости, чтобы продолжить рабочий процесс. Для нее это стало шоком, но и уроком. С тех пор она больше не паркуется на тротуарах и не разговаривает с бедняками, потому что некоторые из них могут залить твою гордость бетоном. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.